Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о горизонтальной шпалере, также про обрезку на данную формировку и какие я вношу изменения при обрезке американского кишмиша Аватар. Суть формировки состоит в том, что здесь у нас поднимается вертикальный штамм, высота примерно где-то 1,40 м, и у нас идут 4 плодовых рукава, да, то есть 2 рукава в одну сторону, 2 в другую. Зона ответственности к данному кусту приходится примерно 3 метра, то есть 1,5 одна сторона, да, крыла, 1,5 2. И точно так же здесь 2 рукава, один рукав уходит на одну плоскость, другой рукав на другую плоскость. Также высота данной шпалеры каждый делает индивидуально под свой рост, чтобы было удобно работать. Также у нас рукава расположены на 2 проволоках, они привязаны. Данная проволока находится примерно на 15 сантиметров ниже основной плоскости. Это сделано с таким учетом, что когда побеги зеленые еще нежные, бывает ветра, чтобы они меньше обламывались. То есть можно было подвязать за первую проволоку. То есть суть заключается в том, что при горизонтальной формировке вы должны учитывать такой факт, что кусты у вас должны быть неукрывными. То есть зона виноградарства должна быть неукрывным. Также на данную формировку подойдут не все сорта, то есть должны быть сорта, которые будут плодоносить с первых почек. В данном случае я в прошлом году делал обрезку на 2-3 почки. И с учетом предыдущих лет могу сказать, что на данную формировку кишмиш Хэллоуин, кишмиш Ламборджини подходит идеально, так как у них на каждом побеге по 2 соцветия. То есть там можно спокойно нагрузить урожаем. У Аватара насчет этого есть небольшие вопросы. Мы знаем, что у каждого сорта, независимо какой бы ни был бы сорт, почки, которые находятся у базальной части, закладка соцветий идет хуже. То есть почки, которые находятся где-то примерно 4, 6, 8, у них будут соцветия, закладка будет намного лучше и лучшие соцветия. Это касается всех сортов. Но бывают такие сорта, которые с первых почек в общем не плодоносят. То есть на данную формировку вы должны учитывать и особенности каждого сорта. Какие же я вношу изменения касаемо сорта Аватар? Я хочу сделать обрезку, то есть не на 2-3 глазка, а сделать 4-5. И суть заключается в том, что при обрезке на 4-5 у нас получается больше почек, чем нам необходимо. Да? Нам надо примерно здесь 10. Я оставляю здесь намного больше. Но при зеленой обломке я буду оставлять самое лучшее соцветие, побег, который будет нести самое лучшее соцветие. И обязательно будет оставаться самый нижний побег, который находится, нам можно ближе на наш рукав. Давайте я вам на примере сейчас покажу, как я буду делать данную обрезку. Мы при обрезке видим, у нас в прошлом году при обрезке развилось 2 побега. Мы верхний вот таким вот образом отсекаем, он нам не нужен, а оставляем нижний примерно где-то 5 почек. Да, считаем здесь, вот здесь 1, 2, 3, 4, 5. И вот таким образом делаем обрезку. Точно так же следующее плодовое звено. Так, уберем, чтобы она нам не мешала. Вот таким вот образом убираем в сторону. Вот так уберем, чтобы она не мешала. Так, смотрим следующий. Видим, у нас точно так же в прошлом году было 2 побега. Верхний отрезаем, оставляем нижний и также сам отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. И вот таким вот образом делаем обрезку. То есть убрали. Здесь у нас, видим, развился один, да, его вот сухой пенек отрезаем и оставляем 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким вот образом делаем обрезку. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Сейчас, чтобы не занимать ваше время, я за кадром проведу
обрезку. И вот в данный момент вы видите уже готовый результат. Да, вот вы видите на экране, как у нас получится данная формировка. Также я повторяюсь, я делал зеленую обломку именно на данном кусте. Я оставлю ссылочку, вы можете пройти посмотреть. Также в одном из комментариев просили меня показать про формировку на подвойные сорта, когда высаживаются как маточные кусты для получения черенков. Давайте пройдем, я вам покажу немножко и про данную формировку. Также хочу рассказать о шпалере, который я использую для подвойных сортов винограда, чтобы получить черенки, которые я использую на настольных зимних прививках при получении привитых саженцев винограда. В данном случае это Ковер 5ББ. Кусты посажены примерно где-то через 3 метра между кустами. Также ширина шпалера здесь где-то примерно где-то 1,70 м, высота 60 сантиметров. Но практика показала, высоту нужно делать примерно где-то около метра, чтобы было удобно работать. Какие проводятся работы? То есть в течение сезона мы проводим где-то 7-10 пасынкований. То есть удаляем пасынки, оставляем побеги, чтобы получить хороший качественный материал. Диаметр нужно, чтобы примерно было где-то 8-10 мм. Для этого мы оставляем то количество побегов в зависимости от развития ваших кустов. Здесь у меня 3-4-летние. В прошедшем сезоне я оставлял где-то 3-5 побегов. На следующий год я уже буду увеличивать. Оставлю примерно где-то 5-7 побегов. Также стоит вопрос, почему я выбрал именно такую горизонтальную шпалеру. В первую очередь это практично, удобно работать, то есть можно подойти и с той, и с этой стороны. Также наши листья постоянно находятся в течение дня на солнце, то есть горизонтальная шпалера. Так получится наиболее эффективный фотосинтез, и мы получим большее количество наших побегов. Также в течение сезона я провожу примерно 3-4 обработки. Провожу инсектицидами и комплексно, когда обрабатываю основной виноградник, и здесь также самое прохожусь. Также здесь натянуто капельное лето. На мой взгляд, это самый более эффективный метод. Чем больше поливаете, тем больше получится у вас плодовых лоз. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.